Добрый вечер, друзья. Это юрист Валерий Табаков из Болгарии. Сегодня я хочу осветить одну интересную тему, которая связана в том числе и с Ириной Фарион. Я думаю, что вот это мое сейчас видео, оно в какой-то мере должно дать ответ на вопрос о том, зачем и почему убили Ирину Фарион. Вопрос сложный, такой вот экзистенциальный, можно сказать. Поэтому нужно немножко напрячь мозг в плане абстрактного мышления, а не конкретного, даже не чисто юридического, а такого в какой-то мере и духовного плана. Поэтому давайте перейдем к самой сути вот этого вопроса. Я, рассматривая эту тему, буду противопоставлять в рамках дискуссии о национальной идентичности, о языке, о морали тему, которая состоит из двух противоположностей, которые вообще-то находятся в единстве и борьбе, как говорил Гегель и его диалектика. Вот. В чем здесь смысл? Смысл, с одной стороны, Ирина Фарион, если вы помните, она заявляла о том, что говорить на украинском языке в Украине – это значит господствовать. То есть говорити українською значить панувати. Это ее фраза, такая крылатая фраза. Многие ее повторяют, особо не задумываясь о ее полезности или вредности. В общем-то, фраза есть фраза. Но в единстве с вот таким тезисом существует и другой тезис, который был произнесен, не Ириной Фарион, не Степаном Бандерой, даже не Леонидом Кравчуком, а Богом, Иисус Христом. Это евангельский такой призыв, который буквально звучит так: «Не презрите единого от малых сих». Поэтому вот в этом единстве этих противоположных тезисов я буду строить свое изложение, и мы постараемся ответить на вопрос, почему же все-таки и кто же на самом деле убил Ирину Фарион и за что. Получается, что Ирина Фарион подчеркивала, что использование украинского языка в Украине – это акт доминирования, акт утверждения превосходства. А библейский принцип смирения и уважения к каждому человеку, который выражается в тезисе «не презрите единого от малых сих», требует того, чтобы господствовал именно тот, который является меньше всех по власти. Примерно так, То есть среди вас, говорил наш учитель, не должно быть не так. А если кто хочет быть старший среди вас, должен быть всем слугой. Это примерно такие интерпретации того, о чем говорилось. Значит, говорить по-украински значит господствовать не просто лингвистическое наблюдение. Это политический манифест. Фарион видела язык как инструмент власти, как способ утверждения
национальной идентичности в противовес русскоязычному влиянию, особенно в контексте исторических конфликтов, современных политических и даже геополитических реалий. Украинский язык в ее интерпретации – это не просто средство общения, это символ сопротивления, доминирования над теми, кто, по ее мнению, подрывает национальную целостность, национальную идею, идентичность. И этот подход резонирует со многими в Украине, особенно после событий 2014 года и полномасштабного вторжения 2022 года. Позиция, с правовой точки зрения даже это понятно. Язык действительно может быть элементом культурной обороны, права на самоопределение народов, которые закреплены в нормах международного права, включая Пакт о гражданских и политических правах ООН. Но остается вопрос в том, где же грань между защитой языка, защитой гражданских и политических прав и доминированием. И законно ли вот это самое доминирование с точки зрения права. Теперь о немного евангельском тексте. «Не презрите единого от малых сих», она взята, этот тезис, из Евангелия от Матфея, глава 18, стих 10. В полном виде звучит этот тезис так. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Здесь Иисус Христос говорит о детях, но в том числе и в более широком смысле о всех уязвимых, малых людях, тех, кто слаб, маргинализирован, не имеет голоса в обществе. Это призыв Иисуса Христа к смирению, к отказу от презрения, к признанию равного достоинства каждого человека перед Богом. В христианском учении доминирование, о котором говорит Фарион, это не добродетель, это искушение. Господствовать значит возвышаться над другими, а евангельский идеал – служить, любить ближнего как самого себя. Как юрист я вижу здесь параллель с универсальными правами человека. Декларация ООН 1948 года провозглашает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. Презирать малого означает нарушать этот фундаментальный принцип. Итак, наша тема – это конфликт между языковым доминированием и евангельским смирением. Как эти идеи пересекаются в реальной жизни, особенно в многоязычном обществе, вроде Украины или России или любой другой страны с этническими меньшинствами. Я постараюсь быть объективным, опираться на юридические, исторические и этические инструменты. Начнем. Концепция доминирования через язык. В лингвистике и социологии язык рассматривается как инструмент власти. Французский философ Мишель Фуко говорил о дискурсе, как о форме контроля. Кто контролирует язык, тот контролирует реальность. В случае Фарион это проявляется в ее кампаниях против русскоязычных в Украине. Она утверждала, что те, кто говорит по-русски, это враги или оккупанты, и призывала к жестким мерам, включая увольнение учителей или чиновников, не владеющих украинским в совершенстве.
С юридической точки зрения Украина имеет право на языковую политику. Конституция провозглашает украинский как государственный язык, и Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 2019 года усиливает его позиции. Это соответствует европейским стандартам, как в хартии региональных или миноритарных норм языков Совета Европы, которая позволяет защищать национальный язык без дискриминации меньшинств. Но возникает проблема. Доминирование подразумевает иерархию. Если говорить по-украински, значит господствовать, то те, кто говорит на другом языке, русском, венгерском, румынском в Украине, автоматически становятся подчиненными. Это может привести к дискриминации. Как юрист я могу привести в пример дел Европейского суда по правам человека, таких как дело против Латвии 2004 года, где суд осудил чрезмерные языковые требования для гражданства, если эти требования приводят к маргинализации. В Украине после 2014 года были случаи, когда русскоязычные граждане чувствовали себя второсортными от запрета русских школ до общественного осуждения. Фарион в своих выступлениях шла дальше, называя русскоязычных дегенераторами или врагами. И это не просто риторика, это потенциальное нарушение статьи 14 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей дискриминацию по языку. Противопоставим этому евангельский принцип «не презрите единого от малых сих». Это не просто моральная заповедь, это основа христианской этики равенства. В Новом Завете Иисус неоднократно подчеркивает ценность малых. Блудницы, мытари, самаритяне – все они были маргиналами в иудейском обществе. Апостол Павел в послании к Галатам 3:28 говорит: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Здесь нет места для языкового доминирования. Все равны перед Богом. Как юрист с христианским мировоззрением я вижу в этом параллель с концепцией равного достоинства в международном праве. Вспомним Нюрнбергский трибунал 1945-1946 годов, где осудили нацистскую идеологию превосходства, включая языковое и культурное доминирование. Проиллюстрируем и эту тему другими примерами. Например, колониализм. Британцы в Индии навязывали английский как язык элиты, чтобы доминировать. Ганди и другие борцы за независимость видели в этом унижение малых, местных культур. В Советском Союзе русский язык был инструментом русификации, что привело к подавлению украинского и балтийских языков. После распада СССР Украина начала процесс дерусификации, и Фарион явилась ярким представителем этого движения. Но евангельский подход предлагает альтернативу: не доминирование, не панування, а диалог. Например, в ЮАР после апартеида Нельсон Мандела продвигал радужную нацию, где африкаанс, зулу и английский сосуществуют без презрения, без иерархии, без доминирования. И это
прямое воплощение принципа «не презрите малых» – африканеров, зулу и других меньшинств. В контексте Украины война усилила языковые противоречия. Русскоязычные в Донбассе, в Крыму, на юге Украины, в Одессе, в Киеве часто чувствуют себя малыми, презираемыми за свой родной язык. Опросы Киевского международного института социологии показывают, что после 2022 года использование украинского возросло, но принудительное доминирование вызывает сопротивление. И как юристу мне приходилось работать с делами о языковой дискриминации, которые касались, например, учителя в Одессе, уволенного за русский акцент, или бизнесмена во Львове, оштрафованного за рекламу на русском языке. Эти дела поднимают вопрос, является ли провозглашаемое Фарион господство справедливым. Евангелие отвечает «нет», если оно презирает малых. А теперь о психологических аспектах. Доминирование через язык может привести к травме. Психологи, такие как Фрэнс Фанон в «Черная кожа, белые маски» описывает, как колонизированные чувствуют второсортность из-за навязанного языка. В Украине русскоязычные дети в школах иногда подвергаются буллингу, что противоречит Конвенции о правах ребенка ООН. Статья 2. Защита от дискриминации. Евангельский принцип предлагает исцеление, уважение к малым как равным. В практике известны случаи, когда межэтнические конфликты разрешаются не через доминирование, а через диалог. Например, в арбитражных делах между русскоязычными и украиноязычными партнерами в бизнесе успех приходит, когда обе стороны признают достоинство друг друга. И теперь о роли в этом всем государства. Государство должно защищать национальный язык, однако делать это без презрения других языков. Европейский суд в деле Падиакс против Греции 1993 год постановил, что языковые права меньшинств – это часть свободы выражения. Украина ратифицировала рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, которая требует баланса. Фарион же выступала за радикализм, что привело в конце концов к поляризации. Это очевидно в том вопросе, который возник и при рассмотрении дела об убийстве Фарион. В этом деле противостоят две группы: сторонники Софии особы, националисты, и группа поддержки Зинченко, которые выступают, с одной стороны, сторонниками невиновности обвиняемого Зинченко, а с другой стороны говорят, что в их сообществе все языки равны, то есть никто никого не презирает за язык, в том числе и за русский. Евангелие предлагает модель. Иисус говорил на арамейском, но общался с римлянами и самаритянами, не доминируя при этом за счет языка. Теперь этические моменты. Доминирование – это форма гордыни, одного из 7 смертных грехов в христианстве. Святой Августин в Граде Божьем противопоставляет земное доминирование небесному смирению.
В современном мире это перекликается с теориями ненасилия Мартина Лютера Кинга, который цитировал Евангелие в борьбе за равенство. Кинг не доминировал, а служил малым, афроамериканцам. Аналогично в Украине фигуры вроде Тараса Шевченко боролись за язык, но делали это с поэзией любви, а не презрения. Теперь о практических решениях. С моей точки зрения можно предложить следующие шаги. Во-первых, усилить образование на украинском, но с опциями для меньшинств. Во-вторых, запретить дискриминацию по языку в законах. В-третьих, поощрять билингвизм как мост. И в-четвертых, внедрить евангельские принципы в общественный дискурс. Семинары по этике, где обсуждают принцип «не презрите малых». И теперь ответ на вопрос, за что же все же и кто же убил Фарион. Ну, все сказанное мной здесь и сейчас относится к тому, что борьба за доминирование, провозглашенная Фарион, она привела к расслоению общества, и в конце концов в украинском обществе появились люди, которые были недовольны тем, что делала Фарион. В частности, недовольство выражал замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин. Недовольство выражали очень многие русскоязычные граждане Украины. Ну и в конце концов, поскольку Фарион своей позиции не меняла, продолжала оскорблять, унижать, таким способом пробивая себе своими локтями дорогу к доминированию русскоязычных, в конце концов она додоминировалась до того, что ее убили. Кто же это сделал? Есть много различных версий. Во-первых, есть версия о том, что это сделали россияне, хотя смысла для россиян я не вижу. Фарион как раз работала в их пользу, раздувая конфликт внутриукраинский, что, конечно, на руку было и Путину, и всем остальным россиянам. Возможно, это кто-то сделал из украинских радикалов, связанных, например, с военными, которые были недовольны тем, что Фарион вмешивается в политику вооруженных сил Украины со своими языковыми тезисами о доминировании. На сегодня, в вооруженных силах Украины нету маргинализации по языку. Может быть, есть какие-то исключения, например, в националистических батальонах партии Свободы. Во всем остальном армейском сообществе такой проблемы нету. И это четко высказал и Максим Жорин, и его коллеги. Поэтому возможно, для того, чтобы успокоить Фарион, нужно было предпринять какие-то радикальные меры. Но сделал ли это Максим Жорин, как адекватный гражданин Украины? Утверждать, наверное, безосновательно.
Третья, версия о том, кто же это мог сделать. Фарион не только занималась языковой дискриминацией, провозглашая ее как законный принцип, а пыталась бороться с коррупцией, обвиняя в коррупции, например, министра образования или мэра Львова, грозясь ректору Львовской политехники разоблачениями. То есть много различных ситуаций возникало, где независимо от того, какие языковые темы продвигает Фарион, ее борьба с коррупционерами, она могла вызвать вот такую вот реакцию, да, когда для того, чтобы заткнуть рот Фарион, использовался метод вооруженного нападения. Опять же, было ли это на самом деле так, неизвестно. И в-третьих, поскольку Фарион таки презирала сих малых, то кто-то, один из малых сих, которых презирала Фарион, обратился к ангелу, который постоянно на небе зрит лицо Небесного Отца. Пожаловался ему, и это ангельское воинство решило вступиться за этого малого, который пожаловался. И таким образом подписала приговор этой женщине, которая презирала евангельские принципы. Все может быть. Мы видим, что пули нету. Во всяком случае, сторона обвинения не нашла той пули, которая должна была бы убить Фарион при огнестрельном ранении. Ее просто нету. Куда она исчезла? Растворилась? Где-то нету. Подозреваемый Зинченко. То, что предлагают эксперты с выводами по портретной экспертизе, по ДНК-экспертизе, по запаховой экспертизе, то, что рассказывают там свидетели стороны обвинения, они, все эти доказательства в совокупности представляют собой достаточное основание для вынесения приговора обвинительного, хотя все это сомнительно, да, но суд вправе принять какое угодно решение в данной ситуации. Но однозначно сказать, что человек в панамке и очках – это вот тот обвиняемый Зинченко, невозможно. О том, что его ДНК действительно была найдена на месте преступления, тоже невозможно. О том, что запаховая экспертиза дает основание утверждать, что Зинченко присутствовал на месте совершения преступления, тоже однозначно сказать нельзя. И те свидетели, которые говорят о том, что они видели в момент убийства, тоже нельзя на их свидетельские показания полагаться в вынесении приговора. Поэтому приговор, если он будет вынесен обвинительный, будет чисто субъективный, так сказать, на совести судей. А вот какова эта совесть, это уже вопрос. И тут действительно судьям придется решать, что они исповедуют. Либо принцип доминирования, либо евангельский принцип «не презрите единого от малых сих». Такой разбор, друзья. Вы решаете, за что же и кто же совершил убийство Ирины Фарион. Я же со своей стороны призываю к балансу. Защищайте язык, но
не господствуйте. Пусть наш дискурс внутриукраинский будет строиться не на доминировании, а на любви. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.